то время пока на Ближнем Востоке продолжаются военные действия, Трамп готовит потенциально наземную операцию в Иране, нефть продолжает расти выше $100, а экономика США жмет на тормоз, биткоин вопреки всему держится и даже готовится к консолидации выше уровня 70 тысяч. Да, с каждым днем тучи сгущаются и выходит все больше новостей, что маркеры кризиса не просто есть, а они уже горят красным светом. За одну неделю инвесторы вывели из американских фондов акции на $7,7 миллиардов. Неделю ранее вывели еще 21,9 миллиардов и почти $30 миллиардов за 2 недели просто испарились. Фонды это прекрасно понимают, и таким гигантам как Blackstone, BlackRock, Morgan Stanley и другим приходится увеличивать лимиты вывода, потому что клиенты бегут спасать свои деньги. Сейчас мы ходим словно по лезвию ножа. То, что происходит в Иране, способно вызвать самый масштабный энергетический кризис за всю историю, если нефть продолжит расти. Но как я говорил в прошлых роликах, рынки словно не верят в такой сценарий, за счет чего фондовый рынок держится, даже несмотря на памп нефти. На удивление с биткоином та же история, и как будто бы рынки игнорируют энергетический шок и вторую фазу войны, в которой Трамп подготавливает потенциальную наземную операцию в Иране. Но пойдет ли Трамп в all-in, по какому сценарию продолжат развиваться события, как на это отреагирует нефть, доллар и, конечно же, что будет с биткоином, вы узнаете сегодня в ролике. Как всегда, собрал для вас всю самую важную информацию, которая поможет понять, почему биткоин держится в таких условиях и как он будет двигаться дальше, особенно перед заседанием ФРС 18 числа и решением Трампа о начале наземной операции. Сейчас биткоин идет по моему сценарию из прошлого видео, который заключается в локальном росте с дальнейшей просадкой. Поэтому мой базовый сценарий на ближайшие 2 недели выглядит так. Биткоин еще может показать рост до диапазона 74-75 тысяч, но после этого я все еще допускаю откат цены вниз, ниже уровня 65 тысяч, где и находится ключевая поддержка. Да, уверенного тестирования сопротивления пока еще не было, поэтому сегодня и поговорим, куда же он будет двигаться дальше. Перед просмотром обязательно поставьте видео лайк, это очень помогает моему каналу, подписывайтесь и пишите комментарии. Возможно, уже в следующем ролике вы получите $10, как этот зритель из прошлого видео, и еще $10 за подписку на мой телеграм. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, последние свои ролики я уже начинаю с краткой сводки событий с Ирана, и сегодня сделаю так же, потому что разговоры о рискованной наземной операции Трампа все больше набирают обороты. Кстати, напоминаю, что все новости, отчеты и мое личное мнение по рынку я выкладываю у себя в телеграм-канале. Это лучший канал для тех, кто интересуется криптой, геополитикой, обычной политикой, а также экономикой. И буквально через 3 дня пройдет встреча ФРС, и в этот день я в онлайне буду выкладывать тезисы Пауэлла. Это его предпоследнее заседание, и я более чем уверен, что оно особо повлияет на рынке, в том числе и на биткоин, поэтому обязательно подписывайтесь. Но если посмотреть на ситуацию трезво, то говорить, что США уже точно приняли решение о наземной операции в Иране, пока еще рано. Это было бы слишком громко, но и делать вид, что такой сценарий вообще не обсуждается, уже нельзя. После мощных ударов США получили преимущество в воздухе, и на этом фоне Вашингтон явно начали пересчитывать варианты ограниченной наземной миссии. Не для оккупации Ирана, а для контроля над теми ядерными материалами, которые могли пережить авиаудары. Но почему эта тема вообще появилась? Потому что главный вопрос сейчас не в том, чтобы просто разбомбить все подряд. Проблема в том, что часть иранской ядерной программы могла по факту остаться. По данным МАГАТЭ, у Ирана на момент начала кампании было 449 кг урана, обогащенного до 60%. В теории этого объема хватает примерно на 10 ядерных бомб, если довести материал до оружейного уровня в 90%. Более того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит, что свыше 200 кг этого материала, вероятно, находились в туннельном комплексе в Исфахане и могли там остаться. И вот здесь появляется вариант возможного рейда. То есть не захватить весь Иран, а найти, изъять или уничтожить то, что нельзя надежно решить только ударами с воздуха. То есть речь идет не о большой войне, а о попытке закрыть именно ядерный вопрос. Но теперь главное, а пойдет ли на это Трамп? На мой взгляд, на большую сухопутную войну он почти наверняка не пойдет. Но вот короткую точечную спецоперацию, как запасной вариант, он явно оставляет. Это видно по общей риторике. С одной стороны, Трамп говорит, что в Иране почти ничего не осталось и что война может закончиться скоро, а с другой стороны, дверь для следующего шага он не закрывает. То есть сейчас речь не о том, что завтра туда зайдет огромная армия, а о том, что Белый дом держит на столе сценарий короткой наземной миссии позже, если окажется, что вопрос с ураном не закрыт. Готов ли он начать прямо сейчас? Скорее нет, потому что внутри Белого дома, судя по общей картине, идет борьба между двумя линиями. Одни выступают за короткую и ограниченную кампанию, потому что понимают, нефть растет, бензин дорожает, а длинная война быстро ударит по экономике США и по рейтингам, а другие требуют продолжать давление на Иран жестче. Но пока это все больше похоже не на подготовку вторжения, а на поиск сценария, при котором Трамп сможет сказать: главные цели достигнуты, а дальше перейти к санкциям, сдерживанию и переговорам. Поэтому мой базовый вариант такой: Трамп сейчас готов не к вторжению, а к резервной точечной операции, если совпадут сразу 3 условия. Первое — появится уверенность, что ключевой ядерный
ядерный материал реально локализован. Второе, иранское ПВО и охрана будут достаточно подавлены, чтобы сократить потери. И третье, политическая цена бездействия станет выше, чем цена короткого рейда. То есть формула на сегодня выглядит так. Не вторжение завтра, а вариант того, что операцию можно будет провести в то время, когда это понадобится, и закрыть ядерный вопрос. И для рынков здесь начинается самое важное, потому что даже сама возможность наземной операции уже резко повышает напряжение. Нефть и так держится на высоких уровнях, и любой заход на землю, даже короткий, сразу повышает риски ответных ударов по американским базам, танкерам, а также по нефтяной инфраструктуре региона. А это значит выше нефть, сильнее доллар, жестче ожидания поставки ФРС и хуже фонд для рискованных активов. Но здесь и вторая тревожная история. Пока все смотрят на Иран, большие деньги уже начинают вести себя так, будто впереди может быть не просто коррекция, а что-то серьезней. За неделю до 4 марта из американских фондов в акции ушло на 21,9 миллиардов долларов, а за следующую неделю еще 7,7 миллиардов, то есть почти 30 миллиардов долларов ушли из американских фондов всего за 2 недели. Глобально фонды акций за неделю до 11 марта потеряли еще 7 миллиардов долларов, а индекс страха поднялся до уровня 28. Это уже не просто страх, а это сигнал, что система стала заметно хрупче. Поэтому сейчас главное не паниковать, а внимательно следить за развитием событий. Но знаете, что в этой ситуации максимально странно? Пока многие инвесторы выводят капитал из фондов, а также продают акции, биткоин и ETF наоборот фиксируют приток капитала уже 5-й день подряд. Конечно, суммы там небольшие, меньше миллиарда долларов, но я думаю, вы согласны с тем, что даже такой приток на фоне последних новостей – это большой подарок для биткоина, за счет которого он по сути держится. Но почему же деньги идут в ETF сейчас, когда каждый второй аналитик прогнозирует кризис? Если кратко, то причина кроется в недооценке влияния ключевого фактора в виде нефти. То есть, как я уже говорил ранее, при том, что Ормузский пролив закрыт впервые в истории, нефть не улетела на 200 долларов. И в это же время сохраняется потенциал быстрого окончания войны. За счет этого институциональные инвесторы заходят в биткоин, благо деньги у них есть, которые они вывели из золота и частично из фондов. При этом им никто не мешает фиксировать резкие скачки и просто выходить, что мы можем увидеть по большим торговым объемам. Поэтому в данной ситуации с фондами можно трейдить от уровня к уровню и зарабатывать, что собственно говоря и делают участники нашей подписки Coin22 Pro. Это была очень хорошая торговая неделя, и мы заработали на росте Solana до уровня 93 доллара, на скачке эфира до локального максимума 2200, также на росте Bitcoin Cash и на многих других сделках, потому что движение позволяло фиксировать профит. Новости вокруг Ирана и волатильность нефти создают хорошее движение на крипте, и на этом движении мы зарабатываем, потому что торгуем от ключевых уровней. И это мы показываем всем участникам Pro. Подписка включает в себя обучение, сопровождение, поддержку 24/7. Еще индивидуально под ваш депозит мы соберем для вас спотовый портфель. Подписка Pro — это опыт более 3 лет ежедневной работы с рынком, за счет чего первый результат не заставит вас долго ждать. Поэтому переходите по ссылке, убедитесь в этом лично и получите подборку сделок перед встречей ФРС 18 числа. Все ссылки есть в описании, а мы движемся дальше. Что ж, фундаментальные факторы, которые влияют на крипту, мы разобрали. Теперь давайте поговорим конкретно о цифрах и последних экономических данных, потому что отчеты также внесли свою лепту в движение биткоина в последние дни. Если смотреть на свежие данные по США, то картина становится очень интересной и, честно говоря, не самой комфортной для рынков. ВВП США по второй оценке за 4-й квартал вырос всего на 0,7% в годовом выражении. В третьем квартале экономика росла на 4,4%, а первая оценка за 4-й квартал вообще была 1,4%. То есть экономика не просто немного охладилась, она довольно резко притормозила, причем в обычном квартальном выражении это вообще около 0,2%. При этом внутри отчета есть важная деталь. Потребительские расходы и инвестиции все еще тянут систему вверх, а реальные продажи частному внутреннему спросу выросли на 1,9%. То есть экономика не мертвая, но она уже явно не такая бодрая. Сперва на фоне слабых данных по ВВП биткоин подрос, ведь это дополнительный сигнал снижать ставки, потому что рынок начал переваривать еще одни данные по инфляции. Маркерный отчет для ФРС по инфляции, а именно ценовой индекс расходов, составил 3,1%. Да, он совпал с прогнозом, тут все хорошо, но тем не менее он все равно выше желаемого уровня в 2%. При этом темпы снижения замедляются, причем это еще довоенная статистика, когда нефть была ниже уровня 80 долларов. Как итог, не самые приятные данные для рискованных активов, а все потому, что потенциал стагфляции увеличивается. Экономика США во втором прогнозе за 4-й квартал показала самый худший результат за последние 3,5 года. При этом базовый ценовой индекс вырос до уровня 3
0,1%. Это максимум за 2 года. То есть мы получаем очень плохую комбинацию. Экономика тормозит, а инфляция при этом снова ускоряется. И именно поэтому усиливается страх стагфляции. Ситуация, когда рост почти останавливается, а цены продолжают расти. На таком фоне ФРС оказывается в ловушке. Снижать ставку опасно из-за инфляции, а держать высокую ставку значит еще сильнее давить на экономику. И главная проблема в том, что это все происходит в момент максимально высокой глобальной неопределенности со времен ковида. Энергетические риски растут, рынок труда начинает чувствовать давление, и если инфляция продолжит разгоняться, у ФРС почти не будет пространства для маневра. Именно поэтому сейчас рынок закладывает максимум одно снижение ставки в этом году. Это сильно влияет на доллар, который растет. Но почему он растет? Первая причина – это обычный спрос на защиту. Когда начинается большая нестабильность в геополитике, крупный капитал идет в доллар, как в самый ликвидный защитный актив. Вторая причина – нефть. Дорогая нефть бьет по Европе и Японии, а значит евро и иена слабеют, а доллар укрепляется. Третья причина – политика ФРС. После свежих данных рынок понимает, что быстро снижать ставку ФРС будет сложнее, потому что инфляция остается. То есть доллар сейчас растет и как защитный актив, и как валюта страны, где ставки, вероятно, останутся высокими дольше. Именно поэтому 18 числа ставку снижать никто не собирается. Но если посмотреть на ситуацию шире, то уже в мае может произойти очень важное изменение в самой ФРС. Я, конечно же, имею в виду усиленный влияние Кевина Уорша. Это самый приближенный человек из ФРС к Трампу. А это значит, что ФРС может стать заметно более политизированной. Сам Трамп уже открыто давит на регулятора. И буквально на днях он написал, что Джером Пауэлл должен срочно снижать ставку, чтобы поддержать экономику. И в принципе Трамп постоянно критикует Пауэлла, на протяжении года говорит, чтобы он снижал ставки, но Пауэлл этого делать не собирается. При этом текущая инфляция в США находится около уровня 2,4%. Это уже близко к целевому уровню. И для Трампа это аргумент. По его логике, если инфляция почти под контролем, значит уже можно стимулировать экономику через более дешевые деньги. А что же это значит для рынков? Тут все просто. Когда ставки низкие, ликвидность постепенно возвращается в систему. И я уже неоднократно приводил пример с тем, что было в момент пандемии, когда ставку снизили до нуля. Но забегая наперед, скажу сразу, это не сценарий на неделю и даже не на 1 месяц. Ведь чтобы ФРС реально начала влиять на экономику и на финансовые рынки, для этого потребуется время. Поэтому, друзья, не стоит сейчас писать в комментариях, что биткоин не растет и значит эта теория не работает. Да, сейчас она, конечно же, не работает, потому что для этого нужно время. Если политика ФРС реально начнет разворачиваться в сторону более мягкой денежной политики, а учитывая приход Кевина Уорша, это будет гарантированно. Поэтому мой сценарий, конечно же, заключается в том, что с приходом Кевина Уорша политика ФРС изменится, экономика простимулируется, и на этом 100% будет настаивать Трамп, потому что впереди очень важные выборы в Конгресс. И об этом я также уже говорил. Поэтому Джером Пауэлл досиживает свой срок, в мае приходит Кевин Уорш, полностью меняет политику, направленную на стимулирование экономики, и на это рынки реагируют положительно. В принципе, вот такой вариант. Если же говорить о биткоине, то по текущим данным зона максимального давления для тех, кто держит лонги, находится около уровня 61 тысяча, тогда как для шорт-позиций, ключевая зона ликвидации, находится около диапазона 75 тысяч. По сути, это формирует своеобразные границы давления для рынка и помогает нам понять, где же может произойти сильный разворот, который, кстати, наблюдается у первого сопротивления. Также интересные данные дают нам Glassnode. Сейчас в диапазоне 62 800 и 72 600 формируется кластер накопления биткоина. Это означает, что в этой зоне холдеры активно набирают позиции. Но здесь важно учитывать, что интенсивность накопления пока ниже, чем та, которая была в прошлые периоды, после которых мы видели мощный импульс роста. И в принципе, если говорить о накоплении, то здесь я снова напомню вам мою стратегию. Я уже говорил, что я хочу накопить максимальное количество биткоина в диапазоне ниже уровня 80 тысяч. Это делается для того, чтобы сформировать максимально среднюю цену перед ростом до моей первой цели на уровне 180 тысяч. Да, понятно, что это цель не на месяц и не на 2, но самая главная задача — это сохранить потенциал движения не меньше, чем на 100%. Поэтому в текущем диапазоне я провожу активное накопление. И поэтому, если вы холдер, я также советую вам не просто ждать уровень, которого биткоин может не протестировать, а накапливать постепенно. Это лучшая стратегия для холдеров, которые отрабатывают далеко не первый год. Но если разобрать краткосрочное движение, то с биткоином происходит ровно то, о чем я говорил в прошлом ролике. Ведь мой прогноз на неделю заключался в росте цены к сопротивлению и дальнейший разворот. Да, сейчас цена еще не протестировала диапазон 74 и 75 тысяч, но потенциал такого движения по-прежнему есть. То есть в локальной перспективе мы снова можем провести временную консолидацию выше уровня 70 тысяч, на следующей неделе подняться к сопротивлению 74-75 тысяч, столкнуться с давлением продавцов, а также шорт-позиций и плавно опуститься к этой поддержке. То есть рынок как бы и показывает резкие импульсы на возможный пробой, но внешние факторы и давление продавцов в этих зонах очень сильно снижают потенциал резкого пробоя. Но в целом, может ли биткоин продолжить рост на фоне
фоне войны в Иране и общей нестабильности? Если честно, то мой базовый ответ такой. Да, рост может продолжиться, но только если война останется в формате эскалации и не превратится в полноценный шок ликвидности для всего мира. Если нефть удержится примерно в диапазоне 95-105 долларов и не уйдет еще в один резкий вертикальный рост, а в это время ETF продолжат получать притоки хотя бы десятки миллионов в день, то тогда биткоин вполне может сохранить движение вверх и протестировать зону 75 и 78 тысяч. Но и не стоит забывать новостной фон, который очень нестабильный, и любая негативная новость сразу может привести к резкой локальной просадке. Поэтому если вы торгуете, то здесь нужно быть максимально аккуратным и не стараться залетать в лонги, чтобы зацепиться за движение вверх. Лучше работать от уровней, потому что биткоин уже сформировал вот такой диапазон. Лично я открываю шорты от сопротивления, а также лонги от поддержки. Да, некоторые позиции открываются не сразу, но нужно просто подождать тестирования уровня и дальнейшее движение цены. Что ж, друзья, вот такой обзор на сегодня получился. Если информация вам была полезна, поставьте видео лайк, напишите в комментариях, как вы думаете, пойдет ли Трамп на наземную операцию, также пишите свое мнение по биткоину и ваши ключевые уровни, ну и конечно же подписывайтесь на Telegram. Там все новости, вся информация, все последние отчеты и много всего другого. Поэтому, друзья, вам спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, всем желаю удачи, до скорых встреч.